Ислам, честно говоря, до последнего не верил, что ты возвращаешься в Казахстан. Думал, просто журналисты подбирают варианты, это обычный интерес. Думал, что продолжишь карьеру в Харсе, потому что у тебя получалось очень даже неплохо. И, конечно, спустя время ты мог стать лидером Харца. Но самое главное, чтобы ты был счастлив, чтобы ты получал игровую практику. 2 года было контракта с Харцем. Причин, честно, если сказать, причина только одна. Как и везде, и в любом клубе, если бы я был, причина одна. Если я не играю, мне без разницы, это Харц или кто-то другой, но я хочу играть. Я для этого и пошел в футбол, чтобы играть. Футбол я могу и дома на диване посмотреть. Я хотел играть, но я же знаю, что и болельщики говорят, да, надо работать, надо то. Пока вы сами вот это не прочувствуете, что даже если ты работаешь, не может так быть, что ты будешь играть. Везде свои причины, свои нюансы. Может, как-то не подходил просто, может, как-то, не знаю. Но я самое первое, это то, что я хочу играть в футбол. И там, знаю вот эти все комментарии, там, публикации, что, да, в зону комфорта, в зону это. Нет, я просто хотел играть в футбол и приносить пользу. Я хочу играть. На тренировках ты молодец, просто сделай это в игре. Celtic Park стадион алдында тұрмыз. Шотландия біріншілігінің алтын финалы. Харц командасының сапында біздің жарқын жұлдызымыз номер 99-шы Ислам Чесноков. В любом клубе, если бы я был, причина одна. Если я не играю, мне без разницы, это Харц или кто-то другой, но я хочу играть. Про QG-лигу, конечно, я слежу. И мне предложили стать амбассадором, я, безусловно, согласился. Если бы мне сказали года 3-4 назад, что я буду на Celtic Park играть и на Айброксе, но я бы не поверил. Абата решает, да? Бұл өзге елге барып, еуропалық арманын орындауға тәуекел еткен адамның хикаясы. Айброкс Celtic Park бұрқыраған жылдам британдық футбол қысым соңғы турға дейінгі чемпиондық үшін күрес, Ислам Чесноков мұның бәрін өз басынан өткерді және өкіне қоймаса анық. Біздің түсірім тобы бұл фильмді бірнеше ай бойы Шотландия мен Қостанайда түсірді. Бұл барлығы бірдей мінсіз бола бермесе де, өз арманының соңынан еру керектігі туралы фильм. Отандық футболшымыз қысқа мерзім ішінде Беларусьтің бірінші лигасынан Британияға дейін жетуге болатынын кедергілерден қорықпай ешкімнің сөзіне құлақ аспау керектігін дәлелдеп берді. Ислам Чесноков IS News арнасындағы жаңа шығарылымның басты кейіпкері. Шотландия асқақ та қатал таулардың, көне қамалдардың және ғасырлар бойы өз дәстүрін көзінің қарашығындай сақтап келген халықтың мекені. Мұнда тарих тек тасқа қашалған ескерткіштер мен аңыздарда ғана емес, әрбір ұрпақтың жүрегінде өмір сүреді. Футбол да дәл солай ұлттық болмыстың ажырамас бөлігіне айналған. Шотландтар үшін бұл жай ғана ойын емес, ата-анадан балаға жалғасатын мұра, лық толы трибуналардың ерекше атмосферасы, өмір бойына жалғасатын клубқа адалдық және өз түстеріне деген мақтаныш. Сондықтан дәл осы елде футболға деген сүйіспеншілік әлдеқашан ұлттық мәдениеттің бір бөлшегіне айналған.
Қадірмен достар, міне біз бүгін Глазгодамыз. Celtic Park стадион алдында тұрмыз. Бүгін өте бір тарихи ойын. Неге десеңіздер, Шотландия біріншілігінің алтын финалы, яғни соңғы турын ойыны жергілікті Глазголық Celtic командасы Эдинбургтік Hearts командасымен ойнайтын болады. Және де бұл ойын міне сіздер көріп тұрғандарыңыздай Celtic'тің жанкүйерлері өте бір дауыстар өте бір айқын шығып тұр. Бұл стадионның сыйымдылығы 60 мыңға жуық. Және де бүкіл билеттер sold out, яғни билет сатып алайын деп жүрген адамдар да өте көп. Қолдарына ақшаларын ұстап алып, билет алмай тұрған адамдарды да көріп жатырмыз. Және де ең қызығы, неліктен бұл ойын бізге қызық десеңіздер, Hearts командасының сапында біздің жарқын жұлдызымыз нөмір 99-шы Ислам Чесноков бүгін ойынға алаңға шығады деген үміттеміз. Және де Исламға жанкүйер боламыз. Міне достар, осы бүгінгі ойынның ресми бағдарламасын алайын деп жатырмыз. Бағасы 4 фунт, ол шамамен бір 2000-3000 теңгедей. Және міне осы бүгінгі ойынның ресми бағдарламасы. Және міне артында ойыншылардың тізімі көретін болсаңыздар, нөмір 99 Ислам Чесноков. What's your prediction for today? 3-1 Celtic. So what's your prediction for today? Any victory will do me. 3-0, so that goal difference wouldn't have mattered. 3-0. Okay. Come on, Celtic! 3-1 Celtic. 5 in a row today, mate. 5 in a row. 2-0 Celtic. 2-0. 2-0, of course. What's the face value of the ticket? Say the face value was 50 quid. 50 quid. And you ready to pay what, like 100? 200? Yeah, 100, yeah. A couple hundred, yeah. Не, бұл жігіт билет іздеп келіпті. Билеті болмаса да. Шамамен 100 фунттай төлеуге дайынмын деп тұр. How much are you ready to pay? I only pay face value. I go to every single game, never miss a game anywhere. I won't pay over the odds. Okay, so you... Celtic fans don't pay over the odds unless they're idiots. Okay. Біз ақша ұстап, осылай билет алып сатарларды өзімізге тартып көреміз. Егер де біреу кеп сұрайын екен, біз осылай ақша ұстап, алып сатарларды өзімізге тартып көрдік, алайда ешкім келген жоқ. Және де мына бір жанкүйерлердің айтуы бойынша, нағыз Celtic'тің фанаттары олар өз бағасына ғана сатады деді. Бүгін бізде ойынға билет бола тұра, біз мына Celtic'тегі Глазгодағы атмосфераны көрсету үшін осы стадион дәл жанында орналасқан The Real McCoy деген пабтың алдында тұрмыз. Не қарайтын болсаңыздар, пабтың іші толы адам. Нағыз осындай британдық, шотландық атмосфера болып жатыр. Және жанкүйерлер пабтың ішіне сыймаса да, ішіндегі экрандарды сыртта тұрып қарап тұр. Не осындай атмосфера. Қазір ішін көрсетеді. Come on, you fucking hell, Celtic! Come on, you! Come on! Come on, you fucking Celtic! Come on, you! Come on, Gaffo! Есеп әзірше 0-0, я. Hearts командасы гол салып кетті, есеп 1-0. Және міне Celtic жанкүйерлерінің барлығын көңіл-күй түсіп кетті. Ол белгілі. Және егер осылай ойын жалғаса беретін болса, Hearts чемпион болайын деп тұр бүгін. Pass the fucking thing! Ислам Чесноков қазір алаңға шығайын деп жатыр. Ойынның 66-шы минутында есеп 1-1, яғни Hearts осы есепті ұстау керек. Сол үшін Исламды шығарып жатыр. Тың ойыншылар керек қазір. Celtic гол салды, алайда офсайд деп жатыр. Қазір міне барды көретін боласың. Ойынның бітуіне 3 қана минут қалды, 87-ші минутта. Бірінші таймда
өте бір қарқынды ойын болды. Есеп 1-1. Және екінші голды салған кезде біз әрине осы автоматты түрде жергілікті жанкүйерлермен тойлатып, қуанып кеттік. Және мен осылай тойламайтын болсам, мына тұрған жергілікті жанкүйерлердің бәрі маған ала көздермен қарап, мынау қайдан келген қазақтың баласы, сен Чесноковты қолдап отырсың ба деген сияқты күдік тудырып тұрыппын. Міне достар, осымен Шотландия чемпионатының соңғы туры аяқталды. Өкінішке орай Хартс командасы есеп беріп қойды да. Селтик командасы соңғы минутта 3-ші гол салып, есепті еселеп, өздерінің басымдылығын, чемпиондыққа деген өздерінің желанияларын көрсетті. Жанкүйерлерді естіп жатсыздар, қуаныштарында шек жоқ. Осындай ішіп алған жанкүйерлер біздің мазамызды алып жатыр. Алайда бұл футбол. Осы британдық футболдың мәдениеті, бағанағы бізде Ермұхамед Мәулен ағамыз айтып кеткендей, Еуропада футболмен сыра пара-пар жүреді дейді. Ол бір-бірінің ажырамас бөлігі. Осындай футбол мәдениеті Британияда осылай. Жанкүйерлердің барлығы осылай папта жиналып, өздерінің командаларын қолдап, осындай комьюнити дейді ғой, бір-бірімен араласып, естіп тойлап жатады. Міне достар, мен артымда Селтик командасы тағы да бір мәрте чемпион болды. Жанкүйерлердің барлығы осы Селтик парктен толып отыр. 60 мың жанкүйер барлығы да міне бүгін Мартин О'Нилдің командасының жеңісін тойлап жатыр. Құтты болсын Селтик. Достар, мен артымда Хартс командасының автобусы ойын аяқталғаннан кейін қайтайын деп жатыр. Өкінішке орай ұтылып қалды. Және мына жергілікті Селтиктің жанкүйерлері әдейі мазақтап, сондай провокация жасап жатыр. Селтиктің 3-1 есебімен жеңісі матчтың соңғы нүктесін қойғандай көрінді. Бірақ ең үлкен интрига дәл соңғы ысқырықтан кейін басталды. Хартс клубының басшылығы ойыншыларға сұхбат беруге тыйым салды. Әдеттегі матчтан кейінгі пікірлердің орнына үнсіздік орнады. Футбол үнсіз қалған сәтте сұрақтар бұрынғыдан да маңыздырақ естіледі. Дегенмен, біз Ислам Чесноковтың агентімен тілдесіп, оған өзімізді қызықтырған бірнеше сұрақты қоюға мүмкіндік алдық. Как давно вы с ним начали сотрудничать? Міне осылай болды. Ол кезде де Астана мен Ақтөбенің арасында таңдау жасап жүрген еді. Кейін тобылмен қайта келісім шартқа отырды. Жалпы 3 жылдай бірге тығыз жұмыс істеп келеміз. Мен Қазақстан құрамасына барған сайын оның ойындарын көретінмін. Грекиямен өткен іріктеу матчында да, Австриямен ойында да. Сондай-ақ тобылмен бірге Швейцариядағы Сант-Галлинге, Словакиядағы Жилина және Ружомберокқа барғанбыз. Ол матчтарға көптеген скауттар келіп оны бақылап жүрді. Мен де олармен сөйлесіп, оған өз ұсынысымды беріп, жақсы жағынан таныстыруға тырыстым. Расскажите, вот вы уже сказали, почти 3 года работаете с Исламом. Какой у него характер? Со стороны как будто он кажется чуть-чуть закрытым, не любящим, да, вот лишнего какого-то стороннего внимания. Какой он там в работе? Ол негізі сондай жігет, сәл тұйықтау. Бірақ ең бастысы өзіне өте талапшыл. Ойыны шықпай қалса қатты уайымдайды. Бірден неге бұлай болды, неге қолымнан келмеді деп бәрін саралап себеп іздей бастайды.
Меніңше мұның бәрі оның өзіне тым жоғары талап қоятындығынан болды. Оның үстіне мүлде басқа ортаға тап болды. Өзі ағылшын тілін жақсы білемін, түсінемін деп ойлаған, бірақ іс жүзінде бәрі басқаша болып шықты. Кейін Диананың визасын ұзақ күту мәселесі болды. Осындай жағдайлардың бәрі бірінің үстіне бір қосылып әсер етті. Ал клуб болса, оны алып қалғысы келді. Келесі маусымда өзін дәлелдеуге мүмкіндік бермек болды. Бірақ Исламның отбасылық жағдайлары бар. Қазақстанда анасы жалғыз қалғандықтан ол анасына көп көңіл бөледі. Виза мәселесі де шешілмеді, басқа да тұрмыстық қиындықтар болды. Соның бәрі жиналып келіп, ақыры бәрі ойдағыдай болмады. Ал футбол тұрғысынан оған ешқандай кінә тағылған жоқ. Ешкім оның маусымды сәтсіз өткізді деп айтқан емес. Менің ойымша, егер оған тағы бір маусым берілгенде, ол 100% Англияның чемпионшипіне өтер еді. Бұған мен толық сенімдімін. Can you give me caramel frappuccino? Yeah. Take away, please. Yeah. Anything else? No. Can I get your name for it? Islam. Yeah. Take away. It's £5.80. Yeah, card, please. Yeah, cheers. Жеке өзім үшін Чесноковтың Шотландияға ауысуы таңырқайтындай оқиға болды. Британдық таблоидтар біздің жігітке деген қызығушылық туралы жарыса жазғанда бойымды мақтаныш кернеді. Егер ол онда тағы бір жыл қалғанда өзін толықтай көрсетер еді деп ойлаймын. Жылдамдық, дриблинг алаңды көре білу және мінез Ислам осы қасиеттермен командаластарының арасында анық ерекшеленетін. Бірақ ол тұрақты түрде ойнағысы келді. Ал бұл ұмтылысы құрметке лайық. Сондықтан мен үшін оның Шотландияға сапар сөзсіз оң бағаға ие. Ислам Чесноков қайтадан тобыл жейдесін киді. Шотландиялық Хартста өткізген жарты жылы өзі ойлағандай сәтті болмады. Алаңға жиі шықпаған шабуылшы мамыр айында клубпен қоштасқан болатын. Одан кейін жаз бойы оның болашағы төңірегінде түрлі әңгімелер тарады. Исламды Ордабасы, Ақтөбе, Елімай сияқты клубтың қатарынан көретіндер көп болды. Дегенмен әртүрлі ұсыныстарға қарамастан шабуылшы өзіне жақын әрі таныс Тобылды қайта таңдады. Я не помню, когда это еще. На сборах в 25-м году, наверное, было. Да, тогда я первый раз услышал, еще другой тренер был в Харте. И очень интерес большой был со стороны их. Ну, все знают, что клубы просто... Хартс и Тобол не договорились тогда, и как-то это все пропало. Но потом в какой-то момент опять появилось, они все меня ждали. Ну, произошла смена тренера, вот как раз Дерек возглавил. Я думал, что-нибудь поменяется, но ничего не поменялось, и типа он также меня хотел, и руководство хотело. И вот ждал окончания контракта с Тоболом и решил поехать попробовать. В переговорах, я не участвовал, я просто периодически созванивался с главным тренером там пару раз. И всеми делами агент занимался. Обычно в казахстанской премьер-лиге топовым игрокам, звездным нашим местным игрокам платят намного больше, чем в низших лигах Европы, и это тоже такой фактор. Ислам бірден, мені Еуропадағы ақша қызықтырмайды. Мен өзімді сол жерде сынап көргім келеді. Еуропа футболының қандай екенін білгім келеді. Мен оған, Ислам, сенде қазірде жақсы келісім шарт бар. Жақсылап ойлан. Хартстағы келісім шарт айтарлықтай төмен болды деп айта алмаймын. Бірақ ол жақтағы өмір сүру деңгейі мүлде басқа. Шығындары да әлде қайда көп. Жалпы өмір салты мен қаржылық жағдайдың бәрі Қазақстандағыдан өзгеше. Я думаю, были какие-то предложения, но, как уже я сказал, понимали, что
Хартс очень настойчиво действует, и смысл разговаривать с другими я не видел. Типа. Да, были там и в 25-м году российская премьер-лига, но я туда не хотел, и все равно была мечта попробовать. Так что я даже не рассматривал, так скажем, другие команды, потому что очень настойчивы были Хартс. Хартс оны жаздақ, яғни 6 ай бұрын алғысы келді. Сол кезде трансфер құны бойынша келіссөздер жүріп, белгілі бір өтемақы төлеуге дайын болды. Олар исламның жаңа бапкер келген сәттен бастап, оқу-жаттығу жиынның алғашқы күнінен-ақ командаға қосылғанын қалады. Команда сол кезде Испаниядағы жиынға аттанғалы жатқан еді. Хартс исламның алғашқы күннен бастап бірге дайындалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ ол уақытта ислам чемпионатқа дайындалып жатқан еді. Сондықтан тобыл оны жібермеді. Я еще прилетел 3 числа. У меня задержки рейсов были, там переносили. Я должен был 3 числа на игру прилететь против Ливингстона, кажется. И задержали рейс. Я прилетел к концу игры, и меня сразу встретили 2 администратора. Повезли в аэропорт, а там команда уже... Ой, в аэропорт. На стадион, на центральный наш Тайнкасл. А там уже команда праздновала. И я как раз в этот момент зашел в раздевалку, меня представили там. Разместились? Нет, ну там есть база, но там, как сказать, спортивный комплекс. Там. И бадминтон, и волейбол, и все вместе. Но у нас была раздевалка, ресторан наш, там прачечная и поля. Тренажерки, понятно, там. Такого, что жить на базе, там такого нету. Всем сразу снимают квартиры. Твой первый гол в Хартсе, вот. Не знаю, я сейчас не смогу передать, наверное, эти ощущения. Потому что это еще перед игрой мне все пацаны там просто говорят: бей, у тебя все получается, типа на тренировках, ты молодец, типа просто сделай это в игре, и мы за тебя порадуемся, поддержим. И так и получилось, что я вышел в моменте, где там Кизи мог бить просто спокойно, он решил мне отдать, и так получилось, что я забил. И после игры и тренер, и все пацаны меня поддержали, так приятные чувства были. Но когда вот этот первые 5 секунд после гола, когда стадион взрывается, ну, я такого еще не ощущал, так скажем. Только со сборной, наверное, в 23-м году. А какие были отношения с тренером у тебя лично? Да, я не скажу, что хорошие, не скажу, что плохие. Ну, как тренер и игрок, там особо нет такого, что с тобой кто-то будет разговаривать, кто-то тебе что-то будет объяснять. Могу сказать просто, что он очень эмоциональный. Он вот когда выходит на игру, там он просто, не знаю, у него эмоции прям прут, как он любой гол, который забиваем, он там бежит по 30 метров с болбоем, там празднует все дела там. Думаю, если бы еще время было бы, то получше его знал. А так, вот что я заметил, то что он очень эмоциональный такой прям. Он как игрок, говорят, был такой же эмоциональный, а как тренер вообще. Бывало и вообще типа спокойно, а бывало прям вот пару раз было, что раздевалку разносил прям жестко бывало. Перед тем, как уезжать в Казахстан, я ни с кем не общался, потому что, так скажем, 16-го, кажется, у нас была с Селтиком игра, и просто первые 2 дня я так понимал, что был такой, так скажем, траур, и уже все понимали, что лучше уехать в отпуск и потом разговаривать через какое-то время, потому что всем тяжело было это пережить. И когда улетал, я не знал о своем будущем, и что будет, и как будет. Два года было контракта с Хартсом. Ну, причин, честно, если сказать, причина только одна, как и везде. И в любом клубе, если бы я был, причина одна. Если я не играю, ну, мне без разницы, это Хартс или кто-то другой, но я хочу играть. Я для этого и
пошел в футбол, чтобы играть. Футбол я могу и дома на диване посмотреть. Я хотел играть, но я же знаю, что и болельщики говорят, да надо работать, надо то. Ну, пока вы сами вот это не прочувствуете, что даже если ты работаешь, ну, не может так быть, что ты будешь играть. Везде свои причины, все свои нюансы. Ну, может, как-то не подходил просто, может, как-то, не знаю. Но я самое первое, это то, что я хочу играть в футбол. И там знаю вот эти все комментарии, там публикации, что да, в зону комфорта, в зону это. Нет, я просто хотел играть в футбол и приносить пользу. Единственная причина это реально вот то, что я просто хотел играть в футбол. Я когда даже сюда приехал, я просто 8 месяцев, считай, с ноября прошлого года я просто не играл в футбол на постоянной основе. Опустошение есть, но опустошение из-за того, что я видел, как это все изнутри. В Харте было опустошение из-за упущенной возможности стать чемпионами. Ну, для людей там это реально, может, я не в полной мере это прочувствовал, как говорится, но для людей, которые там долгие годы, это реально было как смысл жизни стать чемпионами за столько лет. И вот это опустошение даже передавалось и мне. То, что вам не разрешали интервью записывать там в Эдинбурге в конце мая, ну, я думаю, мое мнение, что это из-за результата. Потому что все равно, как я повторюсь, там был такой траур, что вообще ни интервью, ничего запретили давать, ни комментировать, ничего. Я думаю, если бы результат был другой, наоборот бы все говорили, снимайте, разговаривайте, комментируйте. Ну, понятно, что когда после такого периода в Харте, ну, у каждого будет желание, типа, вернуться и играть. И связывались со многими клубами. Ардебасе, Актубе, Елимай, там все команды разговаривали, по крайней мере. Ну, не знаю, хотелось в Тобол почему-то. Не знаю, вот такое ощущение всегда было, что хочу в Тобол, тут мне. И по состоянию, как это сказать, я понимал, что сейчас, если я куда-то приду, от меня большие ожидания будут, и если что-то не получится, начнется такой, как скажем, чуть-чуть гнев, и мне надо было просто попасть опять в ту среду, где я буду комфортно чувствовать, играть себя и смогу опять показывать то, что могу. И мне это поможет, и клубу. Ну, улетал я оттуда, конечно, с чувством недосказанности, непонятия, так скажем. Что эти за 5 месяцев были, могло бы случиться по-другому или как-то. Ну, тогда еще, вот у меня были такие, когда не играл, у меня все, хочу уйти, там, хочу играть. Потом, 3 игры там сыграл, опять, да не, все нормально, я тут остаюсь. И вот такие качели меня чуть-чуть подбили, и вот, когда я же до Селтика там тоже не играл, там, 2 минуты, что ли, за 3-4 игры, и вот тогда я уже начал подумывать об уходе, но потом с Селтиком сыграл, и думаю, если бы какой-то положительный результат был, у меня бы сказалось это, и я бы сказал, да, я остаюсь. Ну, потом уже, как получилось, когда Селтик уже 3-й забил, и болельщики выбежали, я уже смотрел на нашу скамейку, и там уже говорили, забегайте в подтрибунное помещение. Я уже сразу же побежал в подтрибунку,
там, понятно, наши пацаны там кто-то с болельщиками зацепился, кто-то что-то. Но минуты 2-3 мы бы уже были в раздевалке, просто схватили вещи и минуты через 5 уже были в автобусе и уехали, потому что, началась давка, так скажем, и на выходе в автобус там тоже фанаты жестко, так скажем, встретили. Я уже в подтрибунку выглядываю, смотрю на поле, а там защитник там буцает по телефону болельщику наш, долго, типа, тот ему в лицо прям снимает. И я сразу думаю, ну да, здесь футбол такой, и болельщики такие. А тебе не подходили на следующие дни там болельщики Харца в Эдинбурге? Что-то ничего не говорили? Не, подходили. Кстати, такие ощущения не было такого, что они подходят и говорят, вот вы там проиграли, вы такие-то, сякие. Все с таким уважением подходили и говорили, типа, ничего, это был все равно потрясающий сезон, типа, и вы большие молодцы. Поддержка была не так, что кто-то там гнобил, кто-то вот вы проиграли и так далее. Вот это ощущается, что там всегда ты в любом случае тебя поддержат там. Ол ең бастысы сол мүмкіндікті пайдаланып көргеніне қуанышты. Болды ма, болмады ма, бәрібір ол соңғы минуттарға дейін чемпиондық үшін күресті. Сондықтан Еуропадағы осы қысқа кезеңнің өзі оның жүрегінде өмір бойы сақталатынына сенімдімін. Как вы думаете, вот сейчас ему 27, 26, 27? Будет 27 в конце. Да. Думаете, дверь в Европу для него все еще открыта? Енді бәрі өзіне байланысты. Егер тағы бір мүмкіндік алғысы келсе, қайтадан Еуропаға барады. Ал егер қаламаса, онда Қазақстан футболының дамуына өз үлесін қоса береді. Футбол әлемінің шын жанкүйерлеріменен жанашырлары, назарларыңызға Қазақстан премьер-лигасының тартысты бәсекеге толы ойынын ұсынамыз. 17 тур аясындағы матч. Қостанай қаласы кең құшағын жайып, жанкүйерлерін бүгінде орталық стадионға сыйдыруда. Когда в Шотландии был, я каждый матч смотрел Тобола. Понятно, что там был пару матчей, когда тренировка была, но в основном я все смотрел, и, не знаю, у меня все равно переживания, как будто это я с ними тоже в таком положении нахожусь, и хотелось как-то помочь, исправить, такие были ощущения. Ал Чесноков алаң жегіне шықты. Сол қаптал арқылы шабуыл өзіндік жалғасын табады. Ендеше алыстан тебілер соққы кім бар? Исламның әлеуеті өте жоғары. Ол сапалы деңгейдегі футболшы, және қай командаға барса да жоғалып кетпейді. Менің ойымша, ол Бельгияда да, Польшада да, Түркияда да, жалпы кез келген чемпионатта ойнай алар еді. Бір кезде Англияның чемпионшип клубтарының бірі де оған қызығушылық танытқан. Ол кезде бұл команда бірінші лигада ойнап жүрген. Олар Чехиядан бір украиналық жас футболшыны сатып алған еді. Сол ойыншы туралы менен үнемі мінездеме сұрап жүрді. Кейін Исламды да бізге алып келіңдер, бірінші лигада ойнасын деді. Бірақ мен, қандай бірінші лига? Біз одан да Хартсқа барғанды дұрыс көрдік дедім. Кейін олар чемпионшипке көтерілген соң, Исламды бір маусымға жалға алуға тағы да қызығушылық білдірді. Бірақ Ислам бірден. Болды. Мен Қазақстанға қайтам. Суммы я понимал, что в 2 минимум раза я иду на уменьшение, зато я иду за футболом. И я думаю, это того стоило. И я вообще ни о чем сейчас не жалею, что я от чего-то отказался и поехал, увидел это все и познакомился с такими людьми, как там. И почувствовал атмосферу все равно. Если бы мне сказали года 3-4 назад, что я буду на Celtic Park играть и на Айброксе, я бы не поверил. Тут все есть. И
баня, и восстановление, все процедуры, тренажерка. Он там натуральное поле, искусственное. Уютная база, мне нравится. Одна из лучших для меня, где я был. А если сравнить базу Хартса и того, что скажешь? Нет, тут у них, я же говорю, понятия такого, что базы нету прям. Там чисто приезжаешь на стадион, там, ну не на основной, а на тренировочный. Там раздевалка, тренажерка, прачечная и тоже ресторанчик и все. А тут прям комнаты, ну как-то поуютнее себя чувствуешь тут. Я думаю, там везде в Европе не принято, что база прям жить, прям такое. Вот так вот. А тут как гостиничный комплекс такой. Восстановительные всякие тренировки, чтобы не ездить там на стадион центральный. Здесь всегда с командой иногда собираемся вот здесь. Беседки тут, можно отдыхать. Такое. Вон там зал маленький, зеленый, искусственный. Вот. Часов 5-6 провожу тут, пока сбор, тут теория бывает, тренировка, потом восстановление какое-нибудь там. Часов в 2-3 приезжаешь, в 8-9 выезжаешь. Баня тут есть после тренировки с пацанами, там в бане посидеть, все дела. Про QG-лигу, конечно, я слежу, и невозможно, так скажем, не следить за QG-лигой в Казахстане, потому что все равно везде об этом пишут, и видно это. И мне предложили стать амбассадором, я, безусловно, согласился. Я думаю, и пацанам будет интересно, и мне поработать, рассказать, что я видел. Может, они меня будут как-то мотивировать, так скажем. Я думаю, все равно опыт передавать свой надо. И больше мальчишек, может, будет выступать на хорошем уровне. Ситуация, не знаю, как сказать, не очень хорошая, так скажем. Ну, и Тобол, я думаю, и мы, пацаны, все первый раз в таком положении. Для нас тоже это ново, и нам надо как-то выбираться из этого. Но сейчас, думаю, все более-менее наладится. Главное поймать вот это победный настрой. И я думаю, еще получится выправить ситуацию в этом сезоне, тем более впереди еще Еврокубки. Трудно какие-то цели ставить в таком положении, поэтому и штаб, и мы, так скажем, от игры к игре идем. Нам сейчас ошибаться вообще больше нельзя, и нужно выигрывать каждую игру, поэтому мы от этого и отталкиваемся. Сейчас будем настраиваться на каждую игру и выигрывать. Бас төрешінің ысқырығын естідік. Бұрыштама добын орындай алмай қалдық деп тағы бергендер өкіне қоймас, себебі олар жеңді. 3-1 деген есеппен ұтпаймыз қостанайлық. Цель как можно скорее привести себя, так скажем, в форму, потому что даже сейчас вот это все сборная, ладно, сборная, я там побыл 10 дней, хоть чуть-чуть в себя приходить начал, потом вот этот перерыв, когда все эти переговоры, переходы, сколько я, 2-3 недели ничего не делал, и сейчас просто даже не то, что забивать, отдавать там что-нибудь такое. Просто я хочу себя в форму привести, и чтобы я выглядел достойно, так скажем, как и предыдущие годы, может быть, даже лучше. И сейчас, ну и, конечно, нам надо выбираться
из той ситуации, в которой мы сейчас с Тоболом. Я надеюсь, скоро все получится в ближайшее время, и мы начнем выигрывать на постоянной основе. Ни о чем не жалею. То, что я выбрал, то, что я туда поехал, я уже повторюсь, что я увидел, как сказать, родину футбола, и как там люди болеют, переживают, как просто к футболу относятся там. Это для них как серьезно, как часть жизни, вот, как культура, так скажем. У них и культура боления, и вокруг футбола все на очень высоком уровне. Поэтому вообще ни о чем не жалею. Еще раз бы съездил и поехал. В плане, наверное, ментальности вырос, потому что все равно, когда не то что в чужую страну, в другой менталитет вообще. Я был в Беларуси, там все равно плюс-минус схож с нашим, и язык, и все. А туда, когда приезжаешь, ментально тяжело были где-то недели первые привыкнуть ко всему этому. А мне нужны были тренировки, которые могут меня привести в себя. И такой рваный график, так скажем, все равно бьет по кондициям и физическим, и ментальным. Поэтому сейчас тяжело чуть-чуть, вот сколько я уже здесь, 10 дней, вкатываюсь потихоньку. Бұл шығарылым жас ұрпақ үшін пайдалы әрі ғибратты болады деп үміттенемін. Өйткені жыл сайын Ислам Чесноков, Дастан Сәтбаев сияқты жігіттердің жолын қуатын қазақстандықтардың қатары артып келеді. Футбол шекараны білмейді. Ең бастысы өзіңе сену және еңсеңді түсірмеу. Ал Чесноковтың келесі қадамы қандай болмақ? Ресей, Крылья Советов әлде басқа ел ме? Бұл мүлдем басқа хикая болатыны сөзсіз.